Стихия атакует по всем направлениям. Сильный снегопад в Казахстане, наводнение в испанской Мурсии и на Ибице, извержение грязевого вулкана в Азербайджане, обрушение дороги в Мексике. Это лишь малая часть событий, потрясших нашу планету за последний день. Обо всем этом через несколько секунд в выпуске «Горизонт событий». Приветствую, друзья! Осень в Павлодарской области Казахстана уступила место зиме. Регион накрыл первый сильный снегопад, превратив дороги в каток и вызвав гололедицу. Снегопад начался ночью 10 октября и усилился к утру 11 под влиянием северо-восточного циклона с арктическим воздухом. На севере и востоке области осадки достигли 5-10 мм, формируя слой снега 3-5 см в Павлодаре, Аксу и Экибастузе. Синоптики подчеркивают, что выпадение снега раньше нормы на 10-15 дней вызвано быстрым смещением холодного фронта. Городские власти отменили часть запланированных на выходные мероприятий. К уборке привлекли 250 коммунальщиков и 300 единиц техники. К полудню было зафиксировано 15-20 мелких ДТП, в основном из-за скользких дорог, из-за чего на движение большегрузов ввели ограничения. На выездах из города МЧС развернуло пункты обогрева. Заглянула зима и в Омск. Мощный холодный циклон принес в город настоящую новогоднюю атмосферу. Пушистые хлопья накрыли желто-зеленые листья деревьев, цветочки, лавочки и дома. По состоянию на утро 11 октября высота снежного покрова в Омске увеличилась до 20 сантиметров. Во дворе на улице 70 лет октября ель не выдержала нагрузки снега и рухнула прямо на автомобиль. Как сообщили в мэрии города, с раннего утра коммунальные службы вывели на очистку улиц от последствий снегопада. Также проводится обработка противогололедными материалами дорог, виадуков и мостов. Юго-восток Испании охвачен последствиями шторма Элис, который обрушил сильные ливни на Мурсию и Балеарские острова, вызвав масштабные наводнения, оползни и транспортный коллапс. Еще за сутки до прихода шторма Государственное метеорологическое агентство объявило оранжевый уровень тревоги для Ибицы и желтый для Мурсии, предупреждая о выпадении до 100 мм осадков за сутки и риске внезапных паводков. В Мурсии пик осадков пришелся на 10-11 октября. В Картахене и Масейроне выпало до 180 мм осадков за 12 часов, превысив вдвое октябрьскую норму. Наводнение началось с разлива рек, в результате чего в Картахене и Лос-Алькасарасе улицы затопило на 1-2 метра. Из опасных зон спасатели эвакуировали 101 человек. Из-за наводнения пострадали 30 домов, повалены деревья, поврежден канал Таха-Сигура. Ряд ключевых дорог из-за подтоплений перекрыт, пробки растянулись на 3 километра. Аэропорт Мурсии сообщает о задержках в работе, 10 рейсов были перенаправлены в другие гавани. Все школы в регионе закрыты до 13 октября. В субботу наводнение во второй раз за 2 недели вызвало транспортный хаос на популярном испанском курортном острове Ибица, поскольку на средиземноморский регион страны обрушились очередные проливные дожди. Ибица закрыла главную автомагистраль в аэропорт, а также ряд других дорог из-за затоплений. Уровень воды на отдельных участках достигал 1 метра. Подтопило также терминал, вся деятельность аэропорта была приостановлена более чем на час, отменили 24 из 295 рейсов. В Ибице и Сан-Антонио улицы превратились в реки, затопило 78 домов и отелей, более 200 туристов были эвакуированы. На соседнем острове Майорка непогода привела к отмене 19 из 942 запланированных рейсов. По данным правительства Балеарских островов, удар молнии оставил без электричества 576 зданий после задевания электрического кабеля на Форментере. И еще около 300 зданий пострадали на Минорке, Ибице и Майорке. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, направив в пострадавшие районы спасателей и экстренные службы. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе.
Вечер пятницы для жителей небольшого прибрежного городка Урунга в Новом Южном Уэльсе выдался экстремальным. Изолированный грозовой шторм обрушил на регион крупный град, сопровождаемый мощными молниями и порывистым ветром. Пострадали около 20 автомобилей, 15 жилых домов и несколько коммерческих зданий, включая местный супермаркет. Из-за повреждения линий электропередач около 500 домохозяйств остались без света. Пострадали также фермы, град повредил урожай сахарного тростника и бананов. В соседних районах молнии вызвали 3 небольших пожара на полях, которые были оперативно потушены. Паника охватила рыбаков и туристов на озере Чилика в Индии, когда в пятницу в лагуне неожиданно образовался огромный водяной смерч. Хотя смерч появился примерно в полукилометре от нашей лодки, пассажиры запаниковали, увидев его. Он продолжался 5-10 минут и затем исчез, рассказал один из очевидцев. Смерч прошел на расстоянии от побережья и не нанес ущерба. Метеорологи отмечают, что такие явления обычны в Мексиканском заливе или у побережья США и Канады, но в Индии крайне редки, особенно над внутренними лагунами вроде Чилика. Фиксируются единичные случаи в Западной Бенгалии и Одиши, да и то только с марта по май. Оживленный субботний день на популярном пляже Хантингтон-Бич в Южной Калифорнии обернулся трагедией. Вертолет, прибывавший на фестиваль Cars and Copters on the Coast, внезапно потерял управление, закрутился в воздухе и рухнул на оживленную дорогу недалеко от отеля. По данным местных властей и экстренных служб, в результате аварии пострадали 5 человек, 2 членов экипажа и 3 пешеходов. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести, но, как сообщается, их жизни ничего не угрожает. Федеральное управление гражданской авиации США уже начало расследование для установления всех причин инцидента. Утро субботы в Городакском районе Баку ознаменовалось активностью грязевого вулкана Атман-Боздак, одного из самых активных в Азербайджане, который проснулся после 7-летнего затишья. Извержение стартовало в 08:27 в высокогорной местности поселка Сахиль на территориях государственного природного заповедника Бакинская и Абшеронская группа грязевых вулканов. Всего за 40 минут было зарегистрировано 3 фазы извержения с подземными толчками и выбросами. Икона туристического флота Мексики, деревянный галеон «Эль Маригаланте», точная реплика флагмана Христофора Колумба «Санта-Мария», затонул в пятницу после поломки насосов в условиях сильного шторма. Судно, построенное в 1992 году к 500-летию открытия Америки, затонуло в водах бухты Бандерас, недалеко от Мисмалоя. Обошлось без жертв, всех членов экипажа успели эвакуировать. Это трагедия для местного туризма. Корабль, развлекавший тысячи посетителей пиратскими шоу и ужинами, теперь лежит на дне. Власти обещают постройку нового в ближайшие месяцы. Инцидент произошел на фоне тропического шторма Реймонд в регионе, который осложнил спасение судна. Один из самых активных вулканов Центральной Америки Фуэго 10 октября выбросил столб лавы, пепла и газов. Активность вулкана высотой 3763 метра начала расти еще вечером 9 октября, достигнув пика к утру 10. Согласно данным вулканической службы, фиксировалось до 10 взрывов в час. Все это сопровождалось потоками лавы на 600 метров вниз по склону. Выброшенный столб пепла поднялся на 1000 метров над вершиной, шлейф протянулся на запад. По данным Национальной службы по снижению рисков бедствий, пирокластические потоки спустились на 7 километров, но остались в пределах безопасной зоны. В целях безопасности власти эвакуировали 334 человека, разместив их во временных приютах до нормализации обстановки. Доступ к кратеру и зоне Эль-Камелон запрещен. Также приостановлены подъемы на соседний вулкан Акатенанго.
Полный коллапс произошел на ключевой магистрали Мексики. Оползень, спровоцированный проливными дождями, вызвал трещину и проседание асфальта на участке Нуэва-Некакса в муниципалитете Уаучинанга, полностью заблокировав шоссе Мехико-Туспан. За неделю в регионе выпало до 300 мм осадков, что привело к насыщению почвы и сдвигу грунта. По шоссе ежедневно проходило более 10 тысяч машин. Блокировка дороги привела к очередям длиной 15-20 километров. Грузовики и автобусы стоят часами, а альтернативные маршруты через Керетаро или Веракрус добавляют еще от 4 до 6 часов пути. Автобусные компании приостановили рейсы в Уаучинанга, Хикаатепек и Туспан. Регион Сьерра-Норте оказался изолирован. Из-за блокировки дороги 9 муниципалитетов остаются без поставок еды и медикаментов. — 11 октября регион Лориенталь в Марокко, включая прибрежные зоны Надара и прилегающие районы, такие как Тругук, оказался под ударом сильных ливней. По данным префектуры Надара, за 24 часа выпало 66 мм осадков, вызвав локальные наводнения, подтопление улиц и перебои в движении. Эпицентром стихии оказались центральные кварталы. На улицах образовались бурные потоки, которые смыли десятки автомобилей. Отмечаются подтопления домов и перебои в электроснабжении. В сельских районах под водой оказались посевы и оливковые рощи. Наводнение в Надаре привело к временному закрытию школ и рынков, а также к эвакуации нескольких десятков семей в безопасные места. Борьба с последствиями урагана продолжается во Вьетнаме. От сильных продолжительных дождей и наводнений сильно пострадали северные провинции. В результате стихии погибло 18 человек, более 230 тысяч домов затоплены. Особенно сильно пострадали провинции Тхай-Нугуэн, Бак-Нинь, Лангшон, Каобанг и Ханой. Только в одном Тхай-Нугуэне затоплено 200 тысяч домов, вода стоит по крыше в городских районах. Под водой также 25 261 гектар сельскохозяйственных полей. Из-за подъема уровня воды в реке Као спецтранспортом пришлось эвакуировать более 11 тысяч жителей Ханоя. Разрушение гидроэлектростанций, таких как Бак-Хэ-1, привели к дополнительным эвакуациям тысяч людей в Бак-Нине и Тхай-Нугуэне. Для спасательных операций армия развернула 30 тысяч солдат, тысячи лодок и вертолеты. В Ханое на Красной реке вода достигла уровня 2008 года, затопив 19 районов. До сих пор наблюдаются проблемы с электроснабжением. 197 тысяч потребителей в Тхай-Нугуэне и 25 тысяч в Лангшоне остаются без света. Железные дороги в регионе заблокированы оползнями. К 12 октября уровень воды в реках пошел на спад, но Национальный центр гидрометеопрогнозов предупреждает о продолжении наводнений еще в течение 3-4 дней. Высоким остается также риск схода новых оползней. В настоящее время на Солнце наблюдается очередная корональная дыра, которая уже сегодня начала влиять на космическую погоду на нашей планете. Быстрый поток солнечного ветра достиг Земли около полуночи, переведя геомагнитное поле в слабо возмущенное состояние. По прогнозам, возмущение магнитосферы Земли, вызванное этим событием, продлятся в течение 1,5-2 суток, и на пике могут достигать уровня слабой магнитной бури. Вероятность этого оценивается в 60%. Отметим, что данная корональная дыра расположена практически точно в экваториальной зоне Солнца, так что попадание нашей планеты в быстрый поток солнечной плазмы было неизбежно. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.